Привет! В этом выпуске мы находимся на островах Гили. Это 3 крошечных острова всего в 35 километрах от Бали, но по ощущениям, как будто другой мир. Кто-то сравнивает их с Мальдивами, но для нас это абсолютно уникальное место, в которое мы влюбились буквально с первых минут. И за 2 года жизни на Бали приезжали сюда уже 5 раз. В этом выпуске я хочу показать, за что я так полюбила эти острова, передать их атмосферу, рассказать, как сюда добраться, где жить, чем обязательно стоит заняться, как выглядит остров днем и во что превращается вечером, поделиться своими любимыми местами. Давайте начинать! Итак, про дорогу. С Бали на Гили можно добраться несколькими способами, но я расскажу только про те, которыми мы сами пользовались. Самый популярный вариант – это скоростная лодка, или так называемый fast boat. Это самый быстрый и в целом самый комфортный способ, поэтому именно его выбирают большинство туристов. Фастботы ходят из 2 портов – Санур и Паданг-Бэй. Из Санура дорога длинная, около 5 часов, потому что лодка сначала заезжает на Нусу-Пениду. Из Паданг-Бэй лодки идут напрямую на Гили, и путь занимает в среднем около 2 часов. Но имейте в виду, порой волны могут быть серьезными, и поездка может получиться с элементами экстрима. Перевозки на Гили осуществляют разные компании, и лодки у них отличаются между собой по комфорту, где-то есть кондиционеры, где-то нету, по времени отправления и по времени в пути. Где-то вы сидите все время внутри, а где-то можно выйти наверх, сесть на открытую палубу и под музычку с чудесными видами и ветерком доехать на острова. В описании под видео я оставлю контакты компании, через которую мы покупали билеты. Туда можно написать, уточнить расписание, задать вопросы по лодкам и выбрать подходящий вариант. Там же укажу название самой быстрой лодки с кондиционерами. Особенность островов Гили в том, что здесь нету байков и машин. И вместо транспорта здесь используются вот такие конные повозки. Это здесь местное такси. Они так развозят туристов с чемоданами по отелям. Вот. А также здесь очень здорово арендовать вот такие велосипеды. Такие велосипеды практически везде можно взять в аренду, а также в некоторых отелях их предоставляют бесплатно. И также здесь сейчас стали популярны электроскутеры, это можно назвать, потому что год назад мы приезжали, они здесь были, но не в таком количестве. А сейчас каждый второй, и местные ребята, и туристы ездят вот на таких электробайках. Если вы забронировали отель вдали от порта, вам придется сразу по приезду воспользоваться услугами конного такси. Тарифы у них фиксированные, они рассчитываются по маршруту от пристани к конкретному отелю. Что касается жилья на Гили, здесь есть множество вариантов на любой вкус и кошелек. От простеньких атмосферных бунгало до роскошных 4-звездочных отелей на первой береговой с собственными пляжами. Они, как правило, удалены от шумного центра, и для любителей уединения это будет огромный плюс. Но тогда вам стоит позаботиться о транспорте и взять велосипед в аренду. Мы успели пожить здесь в разных местах, и на первой береговой, и в глубине острова, и близко к порту, ко всей движухе и вдали от него. Список отелей, где нам понравилось, я оставлю в описании к этому видео. Когда с главным разобрались, можно идти знакомиться с островом. Гили – это место для релаксации, это атмосфера улиц без машин и мотоциклов, это тихие и уютные пляжи, это потрясающие морские пейзажи с видами на Бали и Ломбок. Здесь царит приятная, очень расслабленная атмосфера, которую во многом формируют местные ресторанчики и пляжные бары, соревнующиеся между собой в искусстве выражения релакса в своих экстерьерах с массой гамаков, мягких лежаков, лаунж-зон и тихой спокойной музычкой. Здесь есть все необходимое для классного отдыха, и дальше я вам по порядку покажу, чем же здесь обязательно стоит заняться. Итак, мы находимся на центральной улице Гили-Траванган, которая идет от порта. Это самая оживленная улица, где куча кафешек, баров, ресторанов. Гили-Траванган носит славу самого тусовочного, шумного, молодежного острова, куда все приезжают кутить до утра.
Кроме того, что Гили Траванган считается самым шумным и движовым из 3 островов, он еще и самый большой, самый развитый с точки зрения инфраструктуры. Лучший способ почувствовать его вайб – это сесть на велосипед и просто поехать вокруг острова. Любой остров Гили можно объехать по кольцу буквально за час. Вдоль берега тянется кольцевая дорога, и вся жизнь сосредоточена именно здесь. Укромные пляжи, гамаки и качели прямо в воде, небольшие атмосферные бары, пляжные клубы с музыкой на закате. За что еще я люблю Гили? За то, что здесь можно выгулять свои ноги, в отличие от Бали. Мы просто гуляем вокруг острова, и за сутки можно спокойно нагулять 20 тысяч шагов. У нас это прекрасно получается. При том, что ты идешь и наслаждаешься этой картинкой. Если присмотреться к деталям, то Гили во многом выглядит очень мультяшно. Здесь очень такие прикольные, необычные детали, островная такая эстетика, и ты просто идешь и наслаждаешься. Будете на Гиле, обязательно попробуйте вот такой вот блинчик. Их тут везде делают, везде продают. И это просто невероятно вкусно. Я нигде таких вкусных блинчиков не ела. На Бали. А вот конкретно мы его мужчины. купили вот у этого мужчины. Мужчина. Вот так вот он торгует. Это очень В такой маленькой лавочке. Вот напротив вот какой-то бамбуковый магазин. Самые красивые закаты на Гили Травангане на западной стороне острова. В этой поездке мы поселились ближе к порту. Это восточная часть, поэтому на закат каждый вечер прогуливались пешком. Западная сторона более спокойная, чем район порта, здесь меньше хаотичного движения, больше пространства, и именно сюда вечером стекаются люди, чтобы провожать закат. После захода солнца остров меняется. Кто-то ищет уютный ресторан, чтобы спокойно поужинать. И это, кстати, одна из фишек Гили. Многие рестораны расположены прямо на песке. Столы буквально стоят на пляже, рядом шумит океан, а на гриле готовят свежую рыбу и морепродукты. Где-то показывают фильмы под открытым небом. Некоторые отели устраивают такие мини-кинотеатры прямо на пляже. Где-то проходит фаер-шоу, можно сесть с коктейлем или ужином и посмотреть выступления. В целом, вечером на острове всегда что-то происходит. Живая музыка, выступления, какие-то небольшие концерты. Настоящий отрыв начинается ближе к порту. К ночи главная улица там постепенно превращается в одну большую тусовку. Бары, музыка, люди из разных стран – все очень свободно и весело. Гили Траванган – самый тусовочный из 3 островов, и если вам нужна бурная ночная жизнь, она именно здесь. Отдельная тема – это местная свобода. На острове открыто продают коктейли с магическими грибами, кто-то специально приезжает сюда, чтобы прожить этот опыт. Это личная ответственность каждого, я не буду на этом много заострять внимание. Конечно, главная причина, зачем туристы приезжают на Гили – это океан. Вода здесь какого-то нереального цвета, прозрачная, лазурная, спокойная, почти всегда без волн. Ты заходишь и чувствуешь себя максимально безопасно и спокойно. Белый песок, чистые пляжи. Здесь просто приятно проводить время. Лежать, плавать, ничего не делать, любоваться видами. Идем охотиться на черепах и снимать рыбок. Будем их кормить сейчас. Вот такая у нас кафешка здесь на Гили. Маман, он лежит, отдыхает. Артем
малышкам отправляет фотки. Наше любимое занятие на Гиле – это снорклинг. Мы можем плавать часами, на каждом из островов есть места, где очень высокая вероятность встретить черепах. Они чувствуют себя здесь свободно, подплывают довольно близко, и с ними можно спокойно поплавать рядом. Коралловые рифы тоже очень красивые, много рыбы, много цвета, и все это буквально в нескольких метрах от берега. На всех островах есть так называемые Turtle Spots или Turtle Beach. И самое классное, туда не нужно плыть на лодке. Мы почти всегда снорклили самостоятельно, просто брали в аренду маску и ласты и заходили с берега. И черепах встречали всегда. Подводный океан Гили просто невероятно классный. Кайф и блаженство. И да, организованные экскурсии тоже есть. Они обычно возят по популярным точкам, например, к знаменитым подводным статуям. Мы тоже однажды поехали своей компанией, но, если честно, нам не очень понравилось. Было много туристов, вода из-за людей была мутной, ощущения были совсем не те, которые мы любим. Поэтому за 5 поездок на Гиле лодку мы брали только один раз, а так всегда снорклили с берега и кайфовали гораздо больше. Ой, такое сильное течение. Просто капец. Не могу угнаться за черепахами. Маска тоже какая-то потеет. Неудачная. Фу. Но все-таки сейчас буду гнаться. Чем еще можно заняться на Гиле? Обучиться дайвингу или даже фридайвингу. Так как острова Гили окружены коралловым рифом, здесь безумно красивый подводный мир, черепахи, рыбки. И сам остров предлагает множество таких вот дайв-резортов, дайв-клубов, где можно взять инструктора и обучиться вот в таких вот полноценных глубоких бассейнах. Вот, кстати, сейчас ребята будут всплывать, освоить этот потрясающий вид спорта. Что касается еды, на Гиле действительно много хороших мест, и концептуальные рестораны, и веганские кафе, и хорошие мясные места, и кофейни. Для нас Гиле это в первую очередь про морепродукты и гриль. На Бали морепродукты не распространены, нет ночных рынков, а на Гиле этого много. Из бюджетных вариантов вечером прямо напротив порта открывается простой рынок. Там выкладывают свежую рыбу, кальмаров, креветки, все, что выловили днем. Ты просто выбираешь, что хочешь, и при тебе это жарят на гриле. Никакого пафоса, пластиковые столы, шум, люди, но еда свежая и вкусная. Мы, бывало, здесь ели. Если хочется более атмосферного варианта, есть одно место, куда мы всегда возвращаемся. У нас уже даже традиция образовалась встречать здесь чье-нибудь день рождения. Здесь круто все, и атмосфера, и еда, всегда полная посадка, приятная музыка. В общем, 10 из 10. За что еще я сразу полюбила Гили, это за вот эту атмосферу, что здесь вечером, ночью можно выйти и просто вот так гулять по пляжу, посидеть на пляже, посмотреть на звезды, послушать шум моря. Здесь освещена вот эта береговая линия, здесь прямо на пляже куча кафе, ресторанов, и мне это все напоминает Израиль, где я прожила 4 года, потому что там набережная тоже была освещенная, там кипела жизнь, туда можно было прийти купаться хоть ночью, хоть вечером, хоть утром, но вот этот такой особенный вайб, когда ты ночью мог побыть наедине с собой вот на пляже и чувствовать себя безопасно. И вот здесь, на Гиле, тоже точно такая же атмосфера, и вот для меня это про какой-то уют, мне это очень нравится. Вот, и на Бали, конечно, такого нету, там пляжи дикие, не освещенные, не оборудованные, там, когда заходит закат, уже как бы на пляжах совершенно некомфортно находиться. Вот, а здесь ты как вот в курортном городе,
Это очень романтично, очень уютно. Популярный вопрос: какой остров выбрать? В этом выпуске я старалась максимально передать вам атмосферу острова Гили-Траванган, где мы были последний раз. Про него ходит много мифов, что он очень шумный, что сюда едут только отрываться и есть грибы. Но это не так. Здесь есть множество тихих и укромных мест вдали от баров, и, на мой взгляд, он просто более живой и разнообразный. Гили Мена, который посередине, самый маленький и дикий, мы посмотреть так и не успели, почему-то не возникло у нас желания поехать на него. Ну и Гили Эйр, который ближе всего расположен к Ломбоку. Он ощущается гораздо менее туристическим, чем Траванган, и потому спокойным. Плюс он довольно хорошо обжит, здесь сильнее всего ощущается колорит и быт местных жителей. Дальше я покажу вам немного атмосферу и этого острова. Все уехали на Гили-Траванган, а мы приехали на Гили-Эйр. Вот таким образом мы передвигаемся на Гили. В общем, классно. Маленький теленок такой. Смешное такое. Вот это такая природа. Из всех 3 островов именно Гили-Эйр считается самым традиционным. Здесь живет больше всего коренных жителей Гили, и это сразу чувствуется. Если Траванган — это движение и туристы, то Эйр гораздо спокойнее. Здесь меньше суеты, больше локальной жизни и какой-то настоящий деревенский дух. Важно понимать, что все острова Гили относятся к Ломбоку, а Ломбок — мусульманский остров. Поэтому на Гили много мечетей, и с любой точки вы будете слышать призыв к молитве, который проходит 5 раз в день. Это неотъемлемая часть колорита Гили. Мы попали сюда в дождливые дни. Погода была переменчивая, ливни то накрывали остров внезапно, потом также резко заканчивались, и в такую погоду Эйр ощущается еще более аутентичным и деревенским. Меньше людей, мокрые песчаные дорожки, запах дождя, тишина. Они же насмерть бьются. Это тренировки. Что ты беременная наша? А? Рожать будешь? Давай ложись, рожай. Сейчас ребятки будут разжигать костер. Завтра придем есть сюда рыбку. А вот тут сразу ребятка на гриле. Ее жарят, красавцы. Ох, какие молодцы. Какая у нас классная видимость над водой. Ну, проплыли немножко вокруг Гили и попали в какое-то течение, где очень плохая видимость под водой. И не увидели пока большую черепаху. Это большой. Но рыбу-то увидели. Это, кстати, небольшая, прям маленькая. Сейчас еще поищем большую. Черепашку видела? Ну что, ехать за билетами на Ломбок? Но если вдруг вам наскучит формат Гили, этот расслабленный островной ритм, можно легко добавить немного приключений.
Острова относятся к Ломбоку, и добраться туда очень просто. С любого Гили можно прийти на причал, сесть на небольшую общественную лодку и поплыть до Ломбока. Это не фастбот, это обычная местная лодка. Она отправляется по заполнению, когда набирается примерно 40 человек. Но плыть недолго. С Гили Эйр мы плыли буквально минут 15-20. Прямо в порту арендовали байк и поехали исследовать Ломбок. Так как Гили находится с северной стороны Ломбока, и как раз здесь находятся его самые красивые водопады, мы поехали к ним. С причала до них примерно 1,5 часа на байке. Про остров Ломбок у нас есть отдельное подробное видео на канале, его самые красивые места, чем он отличается от популярного раскрученного Бали, обязательно посмотрите. Ну а на этом наш выпуск про Гили подходит к концу. Если он оказался для вас полезным или просто помог почувствовать атмосферу островов, поддержите его лайком и напишите в комментариях, были ли вы на Гили или, может быть, теперь появилось желание туда поехать. Ну и до встречи в следующих выпусках. Пока!